Здравствуйте. Вы дедушка или папа? Да, иногда спрашивают, дедушка или папа. Я папа, сразу говорю. Я хочу ответить на один из самых частых вопросов, которые нам задают. Это такой. На какие средства мы существуем? Откуда мы берем деньги, средства для того, чтобы как-то обеспечивать семью, обеспечивать Олюшку всем необходимым и так далее. Сразу скажу, что все у нас в основном это результат моего интеллектуального труда. Дело в том, что я больше 20 лет занимаюсь вопросами развития памяти, интеллекта, изучения языков, мышления, психологии и так далее. У меня очень много литературы, очень много статей, которые я регулярно обрабатываю и вычерпываю из них информацию необходимую. Я учился у великих мастеров, и поэтому основная моя работа, что ли, что называется, это ведение тренингов, это выпуск курсов вот по темам, которые вам только что назвал, и так далее. В общем-то, вот это вот и есть основа нашего существования. И вот теперь я хочу вам предложить следующее. Дело в том, что 30 августа нашему чуду, нашей Олюшке, дай Бусю, вот, исполняется 13 лет. Это первое обстоятельство. Второе, я только что выпустил новый курс, который называется «Деменция и Альцгеймер. Профилактика и остановка». О чем же курс? В нем есть два слова ключевые. Профилактика и остановка. Дело в чем, что по последним научным данным, такая болезнь, как деменция, сильно помолодела. И поэтому вот я обращаю внимание на первое слово профилактика. Есть такое понятие – субъективное когнитивное нарушение. Ну что это означает? Это немножко хуже работает память. Вот вы беседуете с кем-то, и у вас слово на языке вертится, вот вы не вспомните, может, минутное замешательство вспоминать. Или вы на кухне режете салатик, огурчики, там, помидорчики, лучок, и беседуете с другом или подругой, по телевизору идет хороший концерт, вот, и вы беседуете и спокойно режете салатик. И вдруг на секунду вы теряете нить беседы, замираете, как бы такое замешательство. Вот таких примеров можно привести очень много. Я думаю, вот эти 3 примера вполне достаточно будут. И о чем это говорит? О том, что это тревожный звоночек. Очень тревожный звоночек. Поэтому, как только вы почувствовали вот что-нибудь в этом духе, что я рассказал, сразу необходимо заниматься профилактикой. А в курсе представлен необходимый, минимальный, но вполне достаточный комплекс мер, чтобы сохранить здоровье вашего мозга. И вообще говоря, это полезно даже не только в случае, если у вас есть эти вот проявления какие-то небольшие, но и просто как профилактика, чтобы под это дело не попасть. То есть заботиться нужно о здоровье своего мозга. Кроме того, в курсе есть материалы, которые позволят вам помочь вашим близким, если у них возникает такая проблема, если у них есть такая проблема. Там есть и тест, который позволяет многие вещи выяснить, и кое-какие меры направлены на то, чтобы помочь близкому человеку. Особенно я хочу сказать вот о чем, что в курсе есть 8 музыкальных программ, которые крайне благотворно влияют на здоровье мозга, на его состояние. И вот эти программы – это действительно уникальная находка. И поэтому я думаю, что вот если вы будете использовать эти программы, которые вот представлены в нашем курсе, то очень многих каких-то вещей вам можно будет избежать. То есть этот курс, я считаю, полезен для всех. Есть проблема, нет проблемы, но ведь она может возникнуть. Зачем ждать? Нужно просто сразу принять профилактические меры. При этом, еще раз повторю, что то, что в курсе даны меры такие, там какие-то советы, какие-то рекомендации, какие-то упражнения, все это не отнимет у вас много времени и
не нужно коренным образом менять свой образ жизни, свой привычный ритм жизни и так далее. Правда, на некоторые вещи обращено внимание, чего следует все-таки избавиться. Ну, я не буду сейчас говорить, лучше посмотрите это дело, так сказать, в курсе. И вы знаете, вот еще такой момент, что один из факторов, которые ускоряют вот эти негативные процессы, является тревожность и стресс, особенно тревожность. Время наше непростое, непростое, и очень многие люди действительно испытывают какую-то непонятную тревогу, какую-то неясность, какое-то, можно сказать, томление, что ли, и так далее. А все это отрицательно влияет на мозг. И в курсе вы найдете то, как с этим бороться, что с этим делать, куда идти, как говорится, и так далее. Курс, сразу скажу, стоит очень даже недорого, до 1000 рублей российских. И заказать вы можете, перейдя вот по ссылочке внизу, и вы можете этот курс, во-первых, использовать сами. Во-вторых, вы можете его материалы подарить кому-нибудь из близких. Ну, только, знаете, вот не делайте такого. Ты тупеешь, вот на тебе таблеточку. Ни в коем разе. Нужно крайне тактично все это делать. В курсе об этом тоже есть. Несколько слов очень важных, понятных. И так далее. То есть курс достаточно универсальный и пригодится, я считаю, абсолютно всем. Ну и поскольку я уже говорил, что 30 августа день рождения нашего замечательного куличика, нашей замечательной Олюшки, то вот вы можете ее поздравить каким образом? Заказав курс. Вы получите очень полезную штуку, вот, и в то же время поздравите Олюшку и поможете ее греха таить нам. Вот такое наше сообщение информационное. Вот, надеюсь, что вы и досмотрели до конца, и информация, которую вы услышали, вам пригодилась. Поэтому с удовольствием встречу с вами на страницах нашего курса. Вот, там, как правило, видеоуроки, там, и особенно, подчеркиваю, очень сильная, хорошая музыкальная программа. Ну что ж, дорогие мои, я высказал всю информацию, которую хотел высказать. Ну, думайте, решайте. И до встречи на страницах курса. Удачи всем и во всем. До свидания. Котик, есть. Есть. Ой, за ручку. Ручкой взяла, да? Ага.